my name is Victoria. I am English language teacher at Cedicom University, and in this video I am going to give you the top 5 interview questions in English and answers. And I'm gonna give you some tips how to answer them positively. So, welcome to this presentation. Окей, уважаемые студенты, всем здравствуйте. И в этом видео я хочу рассказать о том, как подготовиться к собеседованию на английском языке. И поставьте плюсик, если вы с нами, если вы меня хорошо слышите. И да, еще хочу рассказать, что это уже последний наш урок, да, и это все не просто так. То есть вначале мы вам дали резюме написать на английском языке, а потом вы создавали ваш профиль LinkedIn, продвигали его, все должны были хорошо заполнить. И да, это все не просто так. После того, как вы все это делаете хорошо, на максимальном уровне, то вам должны позвонить HR какие-то или должны приходить какие-то предложения о собеседовании, о работе. И я надеюсь, что это именно собеседование на английском языке, то есть international, международная компания, где собеседование проводят на английском языке. Поэтому урок сегодня, как подготовиться к собеседованию на английском языке. И еще хочу рассказать про формат сегодняшнего урока. Это будет немножко английского, немножко русского. То есть я говорю саму ситуацию на английском, но даю комментарий на русском, для того, чтобы вы максимально погрузились уже в атмосферу вот этого английского языка и уже начали учить английский или же продолжили, потому что английский, если вы хороший специалист, вы всегда будете с ним связаны. Так что да, начнем. Have you ever had a job interview in English? If not, it can be very stressful, believe me, but with a little preparation you can speak very well at your job interview. Да, если у вас было собеседование на английском языке, пожалуйста, напишите мне, а если у вас не было собеседования на английском языке, то есть интервью, то это может принести много стресса для вас, если вы не готовитесь. Поэтому да, первая ошибка – это не готовиться вообще к собеседованию. Всегда нужно готовиться, чтобы у вас не было стресса и чтобы вы максимально были готовы к вопросам. Continue. So today I have 5 common interview questions. Tell me a little about yourself. Where do you see yourself 5 years from now? What are your strengths or weaknesses? What do you know about the company and why do you want the job? You can see these 5 common interview questions in the picture. То есть сегодня мы рассматриваем такие вопросы. Tell me a little about yourself. Расскажите немножко о себе. Where do you see yourself 5 years from now? Где вы видите себя спустя 5 лет? What are your strengths and weaknesses? Какие ваши сильные стороны и какие ваши слабые стороны? What do you know about the company? Что вы знаете о этой компании? И why do you want this job? Почему вы хотите работать здесь? So let's start from the first question. Tell me a little about yourself. And you know, it is introductory question that gives you opportunity to warm up. And you know, it is open question. Open questions can be dangerous. Do you know why? It causes you might ramble. Ramble means speaking a lot without saying much. В общем, первый вопрос – это расскажите немножко о себе. И этот вопрос вроде бы и легкий, а вроде бы и сложный. Почему он сложный? Потому что вы можете говорить не по сути. Вы можете наговорить много лишнего. Да, ramble, говорить какие-то пустяки. So, the first tip is don't ramble on about your personal life. Не говорить о вашей личной жизни. And I have bad example, so listen to me. Hello, my name is Victoria. I was born in Lviv, where I went to school. After that, I graduated. I studied at Taras National Shevchenko Kyiv. What else? I live in Kyiv. Yes, I said it. I live with my boyfriend. Stop. I can't listen to this anymore. То есть, как вы слышали, я сказала что-то, что сама не поняла. Я сказала, откуда я сказала, что я туда ходила в школу, я сказала, что где я училась, в каком университете, но я даже не сказала своей специальности. То есть, это вообще не важно для HR. HR важно знать вашу профессиональную жизнь,
в жизнь, а не personal life, да. Поэтому первая ошибка — не говорить о вашем personal life, не говорить то, с кем вы живете, не говорите, откуда вы, не говорите, там, есть у вас кот, собака, мышка и так дальше, это все не важно HR. Okay, the next tip is include specific work achievement from your past and highlight your strengths and abilities. And I have much better example, so listen to me. Hello, my name is Victoria. I am professional at networking sphere, so I worked at Microsoft company as a network engineer, but the last 2 months I spent studying 2 semesters of CCNA. And now I continue to study at this company. I am studying Telnet and Linux. So because I want to grow in my career. And now I think I am ready for new challenges and I'm ready to work in your company. В общем, что же я сказала? Я сказала все, что нужно. Я сказала, кто я за профессия. Я сказала, где я работала. То есть я указала work experience. Я сказала о своих сильных сторонах. Я сказала, в принципе, то, что я всегда расту в своей карьере, я развиваюсь всегда, и это немаловажно для HR. Значит, как вы именно, что вам нравится эта профессия, и вы не просто сидите на месте, только работаете, вы развиваетесь. Вот это нужно все говорить. Okay, the next question is, where do you see yourself 5 years from now? Yes, it is really common interview question, and HR manager want to know, why do you want this job? And it is really difficult question, tricky question, because you can answer something like this. Where do you see yourself 5 years from now? In another company, or in much larger company, or not in this company? But you don't want to answer in this way, yes? But I have a good news. You can speak about your dream, about your goals. В общем, что же я сказала? Я сказала, что следующий вопрос — это где вы видите себя спустя 5 лет. И этот вопрос тоже может быть сложным, потому что легко сказать про свои цели, да, но не всегда все правильно вы говорите. То есть, к примеру, вы можете сказать, что я хочу работать в другой компании, или я хочу работать в намного лучшей компании. И это нормально, что у вас есть такие цели, но есть границы, что нужно говорить HR-менеджеру, а что не нужно. И вот как раз вместо того, чтобы говорить в какой компании вы хотите работать или что вы хотите завести свой бизнес, лучше сказать что-то другое. К примеру, у меня есть другой пример, хороший пример. So listen to me. In past, when someone asked me, where do you see yourself 5 years from now, I was not specific with my answer. This made me realize that I wasn't decisive with my goals. I repeated this question in my mind several times. I have come to a simple conclusion. In oncoming years, I see myself satisfied with the work I'm doing. To make this a reality, I have to work within an atmosphere which understands my views. I am sure that this organization can help me achieve the target. Every element of my goal can be constructed within the walls of this organization. The organization respects hard work. The motivation can help me grow and excel in the field. So after 5 years, I can say that I am happy with the work I do. В общем, мы не сказали, что я хочу работать в большой компании, я не сказала, что я хочу иметь свой бизнес. Мы просто сказали, что мы хотим наслаждаться своей работой, мы хотим знать, что мы важны для коллег, мы хотим знать, что коллеги понимают мои взгляды на эту жизнь и на мою работу, я хочу расти вместе с своей компанией. И лучше сказать что-то то есть что-то связанное с тем, что вы хотите больше наслаждаться работой и расти в своей карьере, нежели сказать, что у меня есть супер большие цели, работать в Apple или Microsoft. Лучше сказать что-то это. И вследствие этого у меня есть плохой пример. So, listen to me. So, where do you see yourself in 5 years from now?
It is really difficult question. I don't know exactly if I still be working in networking in 5 years time. I might return to my previous job position. Мы говорим, что, знаете, я не знаю, нравится мне эта сфера или нет, я, возможно, хочу вернуться на свою прошлую должность, я не знаю, возможно, это будет сложно, возможно, я не справлюсь. Лучше такое не говорить. Если вы не уверены, нравится ли вам эта сфера, лучше просто не идти в нее. А если вы хотите просто попробовать, лучше уже быть уверенным в себе и врать. Лучше врать, что вы будете хорошо работать, что у меня есть цели очень сильно развиваться в этой карьере. Да, лучше что-то такое говорить, нежели говорить, что я не знаю точно зачем и какие у меня цели. HR хотят уверенных людей. Так что, какие у нас советы? So, the tip is explain how you would like your career to progress. Сказать, как вы хотите делать прогресс в своей карьере, как вы должны продвигаться по карьерной лестнице. Следующий tip, следующий совет. Clear beginning and end. Как вы видели, в примере у меня ясное начало и логическое завершение. То есть он говорит, что я много задавала себе этот вопрос, и я не знала сначала ответа, но потом, через какие-то условия, я поняла, что я хочу то-то, то-то, это. И у вас тоже должно быть ясное начало и логическое завершение, потому что если вы начинаете с конца и потом продолжаете говорить о начале, почему вы так думаете, это все не структурировано и непонятно HR-у. Вот, поэтому нужно все говорить грамотно и заранее продумывать, что вы будете говорить. И действительно, задайте себе вопрос, где вы себя видите через 5 лет. Ну, а мы продолжим о советах be more concise. Лучше говорить коротко, но ясно. И последний совет don't be shy, не стесняться. Действительно, если у вас есть много хороших целей, говорите о них, не стесняйтесь, потому что HR любят, когда какой-то кандидат говорит о своих целях с искрой в глазах, когда он говорит, что он действительно это хочет, и он действительно, если вы еще говорите, я хотел в эту компанию, я сейчас здесь, у меня дальше тоже есть много целей, это все круто, он видит какую-то перспективу в кандидате, так что да, не стесняйтесь. Окей, а мы идем к третьему вопросу. What are your strengths or weaknesses? And this is a real common interview question. Let me give you some tips how to answer this question. So, focus on the person's specification for the role you are applying for. And you may be asked to describe your strengths and weaknesses in the one question or in two separate questions. In the event where you HR manager want to your answer about your strengths and weaknesses, make sure that you always start from weaknesses and so that you can stay on a positive note. So you end on your strengths. То есть, если у вас есть вопрос описать ваши сильные стороны или описать ваши слабые стороны. Кстати, из этого вопроса можно сделать 3 вопроса. Вас HR-менеджер может спросить описать ваши сильные стороны, это первый вопрос. Отдельно описать ваши слабые стороны, это второй вопрос. И третий вопрос в одном вопросе узнать и ваши сильные стороны, и ваши слабые стороны. Так вот, если HR-менеджер хочет знать у вас и то в одном ответе, убедитесь, что вы всегда начинаете с ваших слабых сторон и заканчиваете на сильных сторонах. Почему? Для того, чтобы остаться на позитивной ноте, чтобы у вас больше хороших скиллов, нежели плохих. Yes, and I have the formula for your answer. Yes, and this formula is easy to follow. So, first state your weaknesses, and after that, give an example, give a situation that shows how you work on these weaknesses to break the habit. То есть формула у нас такая. Есть такая формула для того, чтобы остаться все равно, даже если вы говорите о своих слабых сторонах, чтобы остаться на хорошей ноте. Вы говорите свою слабую сторону, какой вы человек, если вы не умеете, если вы не пунктуальны, или вы прокрастинатор, вы говорите, что я такой, но у меня была такая ситуация, где я увидел, какой я плохой, и я
начал что-то делать. Я начал как-то делать так, чтобы побороть вот эту привычку плохую. So I have first tips, and the first tip is to start with your weaknesses and end with your strengths. Yes, I said it at the beginning. And the next tip is give an example after any weakness and after any strengths. So it must show how you are working to change these weaknesses. И также есть слова, которые вы можете использовать для того, чтобы было все как clear beginning and clear end, чтобы было ясное начало и ясный конец. Вы говорите fiercely, for example, вы используете такие слова, да, on other hand, то есть если вы говорите, что я такой, но с другой стороны я и хороший. И coming back to strengths, если вы сначала говорите о ваших слабых сторонах, и потом говорите, но я хочу закончить на хороших сторонах. So I have an example, and I have a good example, so listen to me. I've always been a procrastinator. I used to think it wasn't such a bad habit because I was only creating stress for myself. But when I was working for a Microsoft company several years ago, I was in a group project where I could see how my putting things off to the last minute creating stress for everyone else. It was a wake-up call. I started creating daily schedules. It was hard at first, but I broke the habit. Coming back to strengths, I'm very collaborative and have always preferred to work in groups. In the project teams I've directed, members work with a variety of people and are motivated by diverse creating tasks. То есть здесь он говорит, что да, он прокрастинатор. Прокрастинатор – это тот человек, который всегда оставляет важные дела до последней минуты. Да, я думаю, что в каждом из нас живет такой прокрастинатор. Но он сразу же сказал, что я увидел, как это плохо не только для меня, но и для моих коллег, потому что я такой человек, который работает хорошо с со своей командой, и я начал меняться, я начал составлять каждые дела, то есть и следовать им. Поэтому я break the habit, broke, то есть сломала эту привычку. Поборол ее, как-то так. Но если мы говорим о моих сильных сторонах, я хорошо работаю в команде, да, в команде, и поэтому вы увидели, что я стараюсь как для команды, я хороший человек, и да, он тоже привел пример, что у него был проект, где он хорошо работал и даже мотивировал других людей. Вот такой пример. But I have a bad example as usually. Плохо, когда вы говорите что-то такое. Weaknesses? What weaknesses? You mean me? You must be kidding. I don't have any. То есть, когда вы говорите слабые стороны, вы говорите о моих слабых сторонах. У меня нет их, вы что, вы, наверное, шутите? Это неправильно, потому что, скажем так, каждый человек не идеален, и у каждого есть слабые стороны. Но и человек, который признает свои слабые стороны, он всегда на шаг впереди от тех, кто говорит слабые стороны, вы о мне, нет, это неправда. И да, HR-менеджер хочет услышать то, что у вас есть она, но вы принимаете эту слабую сторону, но вы работаете над ней. Поэтому да, возьмите на заметочку. А мы продолжаем. And the next question is, what do you know about the company? Oh, employers love to ask this question, and there are a few things they definitely don't want to hear. So, the primary reason is they want to make sure that you did some research before applying. They don't want someone who is applying to 200 positions per day without even looking. То есть, вопрос, что ты знаешь о компании. И HR-менеджеры хотят узнать, что вы делали что вы искали именно какую-то информацию об этой компании. Да, поэтому лучше искать информацию и знать что-то о компании, нежели просто, как я говорила в начале, когда вы тыкаете вот, да, apply, отсылать свое резюме везде, только где можно, но даже не интересуетесь, какая это компания. Потому что сейчас такое время, что HR
менеджеры ищут такого человека, который подходит и в их корпоративную культуру. Не только, что он хорошо знает Linux, там CCNA учил и то. Важно, чтобы человек был мотивирован и ambitious, да, вот такой человек. So, if you know absolutely nothing, it will kill your chances to getting the job. So, it is much better if you prepare 1 or 2 facts about the company. То есть, ваши шансы максимально упадут вниз, если вы говорите, я ничего не знаю о компании, я не знаю, кто вы такие, чем вы занимаетесь. Но хорошо знать намного лучше, когда вы скажете даже 2 факта, даже один хоть какой-то про эту компанию. И на самом деле я долго думала, готовить ли какой-то пример сюда или не готовить. И я подумала, что лучше я вам дам другую информацию, то есть лучше я вам скажу, где искать информацию о компании, да, потому что я могла дать пример о Cisco, к примеру, кто они такие, но у каждого индивидуальная ситуация. Если вы идете в Global Logic, снова-таки вы ищете информацию о Global Logic и просто составляете какой-то список, да. But I have another tip to prepare for this question. I recommend going on the company website and looking for who is their typical customer. То есть есть ряд вопросов, которые вы можете искать о этой компании. Во-первых, кто их клиенты или же как они вообще зарабатывают деньги. How many employees do they have? Как много работников у них есть. И, во-первых, если вы apply, то есть когда вы отсылаете свое резюме в LinkedIn, там пишет, сколько сразу employers. А если вы также зайдете на их компанию, и там тоже есть такая строчка, где видно, сколько у них работников. Я уже показывала эту кнопочку, так что если вы не помните, то зайдите на другой lecture. Вот. Третий вопрос, when were they founded? То есть когда начала работать эта компания? Вот такие вопросы, и это только примеры, но на их странице в LinkedIn или же просто в их веб-сайте всегда есть информация о них, так что да, всегда ищите информацию о компании. So, I have another question, why do you want this job? The hiring manager is looking for someone who will fit to this company perfectly and enjoy working here. And hiring managers may ask this question to understand whether you are likely to stay in the role for a while. And the key for this answering is to show an emotional connection with the company. В общем, вопрос, почему вы хотите работать у нас? И этот вопрос задают as usual, как обычно, в конце каждого собеседования, потому что они хотят точно уже узнать, подходите ли вы или нет. То есть это такая точечка, логическая точка. Подходите или нет? Да, нет. Если вы уже продемонстрируете вот это emotional connection, да, какие-то эмоции про эту компанию, они будут понимать, что вы подходите. А если вы говорите, ну, я не знаю точно, возможно, хочу, возможно, не хочу, то они точно поставят точечку, что нет, никогда этого кандидата мы убираем. Да, и совет такой, be enthusiastic. And you should demonstrate an emotional connection with the company. Да, и у меня, как обычно, есть пример. So, listen to me. I am excited to see there is a lot of opportunity to use advanced computer skills in the position. Being able to build my skills and continue to develop in a growing company is important to me, and there seems to be long-term opportunities here. И да, здесь лучше говорить, что эта компания меня просто впечатлила, потому что здесь я имею возможность как развивать свои скиллы, так и расти в своей карьере, так и хорошо работать и наслаждаться этой работой. То есть у меня есть все возможности, чтобы здесь
просуваться по карьерной лестнице. И да, как-то вы должны именно эмоции проявлять. Да, здесь важно не так то, что вы скажете, даже как вы будете говорить об этом, то есть как вы просто ходите, как вы ambitious, да, как вы motivated, как вы мотивированы здесь работать. Ну да, но не будьте слишком мотивированы, то есть, да, хочу, ну, пожалуйста, возьмите меня. Да, хотя у меня некогда сработало. Хорошо. И да, это уже конец. Пишите какие-то вопросы, а сейчас я пока что расскажу вам о задании на сегодня. И задание сегодня очень интересное. So listen to me. Это фраза so listen to me у меня уже на всю жизнь, наверное. Так что первое задание. То есть все делаем по алгоритму. Во-первых, подготовиться к ответам на 5 вопросов на английском языке. У вас уже есть эти 5 вопросов, и вы должны готовиться к ним. И да, еще один совет, что если вы просто будете мониторить какие-то примеры только, это не приведет к успеху. Если вы просто все это заучите, поверьте, HR-менеджеры тоже все это гуглили, и они знают, какие есть там примеры, и не нужно все под копирку готовиться к этим примерам. Нужно самому подумать, почему вы хотите в эту компанию. И да, очень важно, если вы знаете, куда вы идете в компании, то говорите там, что поищите информацию о ней и подумайте действительно, хотите ли вы туда или нет. Потому что собеседование делается не только, чтобы HR наняли вас. Также и вы должны понять, подходит ли вам эта компания или нет. Так что вот как-то так живем. Готовьте ответы на 5 вопросов. Следующее. Найти партнера в группе курса. Используйте WhatsApp. У вас есть группа WhatsApp, да, не секрет, наверное, и вы там пишете, кто хочет со мной делать интервью. Другой ставить плюсик, и вы все, вы коннектитесь, созваниваетесь, когда, что. Следующее задание, когда вы уже нашли партнера. Вы отправляете ему на почту резюме на английском языке. То есть у вас было задание сделать резюме. Вы это резюме берете и отправляете ему. Это все ясно. И также другой партнер, который с вами тоже отправляет вам резюме. Вы должны посмотреть и представить себя в роли рекрутера, да? Четвертое. Провести онлайн-интервью с партнером. Ответить на 5 вопросов на английском языке. Как это будет происходить? У вас есть двое, да? И первую половину интервью вы HR, а ваш партнер это как бы кандидат. И вы его хотите нанять или не хотите. Вы его интервьюете, да? Потом вы записываете, во время того, как он что-то говорит, вы записываете важную информацию, плюсы, что вам понравилось ему. То есть это хороший экспириенс, вы видите, как другие люди говорят что-то, и вы что-то и себе плюсы какие-то ставите, что вы тоже можете говорить на интервью. Потом следующая половина интервью – это ваш кандидат, ваш партнер встает HR, а вы в роли кандидата, то есть он уже вас интервьюет. И также другой партнер, записывает о вас тоже какие-то плюсы, что ему понравилось, что вы сказали. Это очень прикольный экспириенс. Во многих компаниях есть такое задание, и я думаю, что вы используете этот шанс поинтервьюиться, и вы даже можете с другими также связываться, если у вас есть желание, да? Да, больше, чем один раз связываться с одним партнером, с другим, с третьим, и, в принципе, сколько есть партнеров, вообще 23, кажется. Окей, и последнее, завершить все предыдущие занятия. Да, как я сказала, все мы делали по алгоритму. Мы заполняли профиль LinkedIn, мы делали резюме для того, чтобы вас начали видеть рекрутеры, чтобы к вам начали добавляться рекрутеры, и чтобы вам, как Ивану, отослали какое-то предложение о работе. Поэтому да, если у вашего партнера вы видите какой-то минус есть, то есть чтобы вы ему порекомендовали сделать, вы говорите ему. То есть это не со зла делается, да, это делается с добра для того, чтобы увидеть со стороны, что хорошее есть, а что плохое. То есть чтобы сделать максимально все хорошо. И да, это, наверное, все, что я хотела сказать. Если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте в чаты, вам индивидуально мы ответим или перезвоним. И да, не забывайте делать вопросы, ставьте плюс или ставьте от 1 до 10, насколько вам понравилось это занятие и насколько вы сейчас motivated, да? Я думаю, что у вас есть сейчас желание все это делать, потому что так и должно быть. Вот. Ну а я с вами прощаюсь.
Сейчас пускай поставит время. Ну да, поставьте от 1 до 10, и да, потом мы будем с вами прощаться. Спрашивает, где ссылка на WhatsApp. Она есть на такая. Где есть ссылка на WhatsApp? Она есть в Net Academy. Да, у вас в курсе в LinkedIn Be Your Own Boss. Вот, это первый вопрос. Все, есть плюсики, понравилось. Есть плюсики, и вам понравилось, мне очень это важно, и мне очень приятно. Вот, поэтому все, всем пока, всем удачи, мы все проверим и с вами свяжемся.